год 50-летия победы Макларен в чемпионате мира Формулы-1 компания представляет долгожданный гиперкар Макларен W1. Сказать, что этот автомобиль ждали с нетерпением, не сказать ничего. Макларен W1 – наследник культового Макларен F1 90-х годов и преемник Макларен P1, воплощает в себе вершину инженерной мысли и скорости. Этот шедевр автопрома предлагается в Великобритании за внушительные 2 миллиона фунтов стерлингов. И несмотря на то, что будет выпущено всего 399 экземпляров, на все автомобили уже оформлены предварительные заказы. Этот автомобиль – настоящий суперкар, созданный без компромиссов. Здесь нет уступок в сторону электрификации, хотя гибридная система, названная им модуль, все же присутствует. Примечательно, что технологии, примененные в этой системе, заимствованы у Формулы-1, где они прошли серьезные испытания на гоночных треках. Прямо за сиденьем водителя установлен самый мощный двигатель в истории Макларен – новый 4-литровый V8 с кодом MPH8. Этот бензиновый мотор с углом развала в 90 градусов и 2 турбокомпрессорами развивает внушительные 929 лошадиных сил и 900 ньютон-метра крутящего момента. Он способен раскручиваться до 9200 оборотов в минуту. Вместе с ним работает 8-ступенчатая коробка передач с 2 сцеплениями и электронным блокируемым дифференциалом. Гибридная система включает в себя тяговый электромотор, добавляющий еще 346 лошадиных сил и 440 ньютон-метра. При этом тяговая батарея имеет емкость всего 1,4 кВт-часа, почти вдвое меньше, чем у предшественника P1. Вес и модуль весит всего 20 килограммов, в 3 раза меньше, чем электросистема P1, хотя мощность электромотора увеличена. На чистой электротяге Макларен W1 проезжает лишь 2 километра, но гибридная система поддерживает минимальный уровень заряда для запуска двигателя и движения назад с помощью электрической передачи и реверс. Общая мощность силовой установки – колоссальные 1275 лошадиных сил и 1340 ньютон-метра. При этом никакого полного привода. Макларен остается верным традициям заднеприводных автомобилей. Сухая масса машины всего 1399 килограммов, что дает фантастическое соотношение мощности к весу – 911 лошадиных сил на тонну. Это не просто впечатляет, это захватывает дух. Разгон до 100 км в час у Макларен W1 занимает всего 2,7 секунды, а до 200 км в час – 5,8 секунды. Для сравнения, у Макларен P1 на это уходило 2,8 и 6,8 секунды, соответственно. Максимальная скорость осталась на уровне 350 км в час, но ключевое преимущество нового W1 заключается не в скорости, а в его аэродинамике. Более 350 часов инженеры Макларен посвятили работе в аэродинамической трубе, чтобы достичь идеального баланса. Этот гиперкар использует технологии, которые воплощают опыт команды Формулы-1, и это очевидно, результаты говорят сами за себя. Важнейшая инновация – использование граунд-эффекта, подобно болидам Формулы-1. Аэродинамические элементы, такие как передние и задние антикрылья, играют важную роль в создании прижимной силы. В режиме рейс заднее антикрыло выдвигается на 300 мм и при скорости 280 км в час создает до 1 тонны прижимной силы, 350 кг спереди и 650 кг сзади. Для сравнения, у предшественника Макларен P1 весь аэродинамический эффект составлял лишь 600 кг. Заднее антикрыло не только регулируется для повышения аэродинамической эффективности, но и выполняет функцию тормоза, переходя в почти вертикальное положение для увеличения сопротивления воздуха. Угол атаки заднего крыла при движении машины постоянно меняется при прохождении поворотов, на разгонах и торможениях. Эти технологии запатентованы Макларен. Когда активирован режим рейс, подвеска автоматически уменьшает дорожный просвет на 37 мм спереди и 18 мм сзади, что дополнительно улучшает аэродинамику и управляемость. Вдобавок, W1 оснащен углерод-керамическими тормозами и спортивными шинами Pirelli P Zero Trophy RS. Тормозной путь со 100 км в час всего 29 метров, а с 200 км в час – 100 метров. По уровню технических решений Макларен
W1 вплотную приблизился к гоночным автомобилям Формулы-1, оставляя за собой лишь немногое, что нельзя использовать на дорогах общего пользования. McLaren W1 базируется на платформе MCLA, легкая архитектура углеродного волокна, известной по модели Артура. Сердцем конструкции является углепластиковый монокок Auracell без отдельного переднего подрамника. Подвеска типа Push-Rod крепится прямо к нему. Задний алюминиевый подрамник сохраняет двухрычажную подвеску и размещает силовую установку. McLaren W1 – это не только про скорость, но и про гоночный дух в интерьере. Фиксированные сиденья и приподнятое пространство для ног придают салону спортивный характер, а педали и рулевое колесо с плоским дном настраиваются под водителя. Двери оснащены консольным плавником для увеличения пространства, а передние стойки – самые узкие среди всех McLaren, что обеспечивает отличную обзорность. Руль оснащен двумя кнопками – буст и настройка аэродинамики. Шасси и трансмиссия регулируются с помощью переключателей на приборной панели, а в центре – сенсорный экран высокого разрешения, как на моделях Артура и 750S. McLaren также внедрил инновационную отделку InnoUnit, которая доступна в нескольких цветах, интегрируя аудио и подсветку, хотя кожа и алькантара по-прежнему доступны. И да, несмотря на спортивный характер, багажник все же есть, туда поместится либо средняя сумка, либо два гоночных шлема. McLaren W1 представляет собой вершину инженерного искусства, оснащенный третьим поколением системы подвески McLaren Race Active Chassis Control. Передняя подвеска использует титановые торсионы и активные поперечные элементы, обеспечивая невероятную точность управления. Задняя установка включает Z-образный стержень с активными нисходящими, которые оптимизируют вертикальное движение автомобиля, даря водителю ощущение полной связи с дорогой. Инновации не останавливаются на этом. Передние стойки и поперечные рычаги напечатаны на 3D-принтере из титана. Водитель может выбрать один из нескольких режимов работы. Комфорт – дорожный режим по умолчанию, в котором электродвигатель активно работает на заполнение крутящего момента. Спорт – режим, который повышает маневренность и связь с автомобилем, предлагая более острый отклик дроссельной заслонки и быстрее переключение передач. Рейс – режим, который инициирует полную смену формы и аэродинамическую конфигурацию автомобиля для максимальной производительности на трассе. Race+ – идеальный выбор для гладких гоночных трасс, предназначенный для тех, кто не боится испытывать на себе все прелести высокой скорости. В эпоху сверхбыстрых и невероятно мощных электромобилей мы рискуем утратить способность удивляться впечатляющим числам и технологиям. В этом контексте McLaren W1 выступает как яркий пример того, как можно исправить эту тенденцию. Его уникальная конструкция настолько сложна и продвинута, что объяснить все в одном ролике – настоящая задача. Однако основное, что стоит запомнить, заключается в том, что аэродинамический центр давления W1 находится максимально близко к центру тяжести автомобиля в любых условиях. Это обеспечивает уровень устойчивости и баланса, который не часто встречается среди современных автомобилей. McLaren утверждает, что это достижение не требует компромиссов, несмотря на необходимость справляться с самыми разными задачами. W1 не только демонстрирует мощь и скорость, но и представляет собой целостный подход к инженерии, где каждая деталь продумана до мелочей. В результате мы получаем автомобиль, который не просто следует трендам, а создает их, вновь устанавливая планку для всех, кто стремится к совершенству в мире высоких технологий и динамичного вождения. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Ваша поддержка очень важна для нас, и она помогает нам делать контент еще лучше. До новых встреч на канале.